Всем привет! И сегодня я познакомлю вас с рецептом шведских фрикаделек, а в дополнение ему будет теплый салат с баклажанами в кисло-сладком соусе. Каждый, кто когда-либо бывал в Икее, не понаслышке знает об этом известном шведском лакомстве, которое подается с брусничным вареньем. Также каждый знает, что родом оно из Швеции. Но недавно официальный аккаунт Швеции в Твиттере опубликовал, что, скорее всего, это блюдо было привезено королем Чарльзом XII из Турции в XVIII веке. А прародителем этого блюда является известное турецкое блюдо кёфте, главным ингредиентом которого также являются мясные шарики. Итак, для приготовления самих фрикаделек нам понадобится 150 грамм фарша, соль, перец и приправы по вкусу, одно яйцо, панировочные сухари и молоко. Для соуса нам нужно несколько грибов, сливочное масло, 1 столовая ложка муки, 1 стакан бульона, сливки и вустерский соус. Также мы приготовим салат. Для его приготовления нам понадобится 1 баклажан, кукурузный крахмал для обваливания, масло для обжарки, соль, несколько помидор черри, чеснок и кисло-сладкий соус чили. На гарнир у нас будет пюре. Для его приготовления нам понадобится несколько картофеля, сливочное масло, соль и молоко. Итак, для начала нарежем и подготовим все ингредиенты. Для начала я нарезаю баклажан. Баклажан нам понадобится именно для теплого салата. Нарезаю его вот таким вот образом на небольшие дольки. Теперь нам необходимо посолить и все хорошенько перемешать. Приготавливаем наши фрикадельки. Для этого смешиваем фарш, 1 яйцо и панировочные сухари, замоченные в молоке. Все это смешиваем вместе. Добавляем соль, черный перец. Я добавляю еще немного сухого чеснока. Хорошенько перемешиваем прямо руками. Перемешали, теперь можно формировать фрикадельки. Я формирую очень аккуратные, маленькие, миниатюрные фрикадельки. Такие вот. Такие фрикадельки получаются. Теперь нарезаем грибы. Таким вот образом нарезаем все наши грибы. Помидоры нарезаем пополам, они понадобятся нам для салата. Чеснок рубим на мелкие кусочки. Вот таким вот образом. В это время картофель отварился, я делаю из него пюре. Добавляю сливочное масло и молоко. Картофель я заранее посолила при варке. Такое воздушное пюре у меня получается. Разогреваем сковороду, наливаем масло, выкладываем наши фрикадельки. Ждем, когда обжарятся. Когда они подрумяниваются, можно их перевернуть. Также можно их запечь в духовке. Я обычно их запекаю, но в этот раз я решила их поджарить.
Когда фрикадельки поджарились, можно их выложить на отдельную посуду и убрать в сторонку. На этой же сковороде обжариваем грибы. Обжариваем вот до такого состояния. Немножко приправляем. Еще раз хорошо перемешиваем. И убираем их на одну сторону сковороды. На другую выкладываем сливочное масло. Добавляем 1 столовую ложку муки. И вот таким вот образом помешивая, доводим его вот до такого коричневого состояния. От цвета муки будет зависеть цвет вашего соуса. Добавляем 1 стакан бульона. Хорошо мешаем и немного сливок. Хорошо мешаем. Теперь добавляем буквально пару капель вустерского соуса. Хорошо перемешиваем. И в конце добавляем фрикадельки. Если у вас нету вустерского соуса, можно его не добавлять, но вкус будет совсем другой. Накрываем крышкой и оставляем на пару минут. Наш соус стал более коричневый, в меру густой. Вот теперь фрикадельки готовы. В это время берем наши баклажаны, с которых вытекла вся вода, обжариваем, предварительно обваляв в кукурузном крахмале. Когда они обжариваются с одной стороны вот до такой корочки, можно перевернуть. Я заранее подготовила салфетки, чтобы выложить готовые баклажаны. Когда они поджарились, выкладываем, чтобы стекло все масло. Теперь собираем наш салат. Выкладываем еще теплые баклажаны, посыпаем их чесноком и сверху помидорами. Затем заправляем нашим кисло-сладким соусом чили. И очень тщательно перемешиваем. Такой салат у нас получается. На отдельную тарелку выкладываем пюре. А затем готовые фрикадельки. Выкладываем фрикадельки и поливаем соусом наше пюре. Вот такие вот два идеально сочетающиеся блюда у нас получились. Очень нежное воздушное пюре и очень сочные фрикадельки. А также вкусный хрустящий салат с баклажанами. Всем приятного аппетита!